Добрый день, дорогие друзья! Нам уже неоднократно поступали комментарии на нашем канале с просьбой рассказать про чай Духунпао. Ну и мы решили совместить приятное с полезным, рассказать в целом вообще про ушанские улуны, что это, как это, какие они бывают и так далее. Здесь мы видим высокие довольно кусты утесного улуна. Они, в общем-то, категоризируются по нескольким видам. То есть есть кусты такие маленькие, которые постоянно подстригают. Есть кусты, которые оставляют расти вверх. Это вот называется так называемый гаоцун, то есть высокий куст, да. Есть еще лаоцун, то есть старый куст. Это куст, которому больше 50 лет, и который за весь период своего роста, то есть за все эти 50 лет, никак не подрезался. То есть он очень такой вот почти дикий, можно сказать. И еще очень важно расстояние между кустами. Обычно там где-то 30 сантиметров оставляется, да? А вот здесь вот у этих кустов чуть побольше, может где-то около 40-50. Но самое хорошее это посадка, когда около 3 метров расстояние между кустами. Здесь пока вот не очень так. Вот, но тем не менее, но расстояние довольно большое. То есть там внизу мы видим почти метр. И этим кустам, я думаю, минимум лет 30. Вот, может быть даже и больше. Соответственно, они вырастают еще выше, то есть где-то под 2,5 метра. И вот это уже называется настоящий лаоцун, то есть старый куст. И часть таких кустов очень высоко ценится за свои вкусовые качества и все прочие. Кроме того, как вы видите, такие кусты, они практически не обрабатываются никакими ни пестицидами, ни гербицидами. То есть вот их кушают жучки активно. Вот, и, соответственно, еще из-за этого очень сильно ценится сырье именно с таких вот кустов. Что же называют настоящим утесным чаем? Утесы гор Уи – это удивительное явление природы. Помимо всей красоты и причудливости форм, утес имеет уникальный минеральный состав. Это смесь из глины, камней, песка и небольшого количества земли. Благодаря этой структуре утесы гор Уи имеют своеобразный бурый, красноватый или серый цвет. Очень старые по геологическим меркам, эти горы легко подвергаются естественной природной эрозии и разрушению. Дождевые и горные воды смывают смесь из мелких камушков, глины и земли к подножию утесов. И именно на этой уникальной почве и растет настоящий янь-ча. Мелкие камушки делают прекрасную аэрацию корней чайного куста, а утесный микроклимат и туманы создают самые благоприятные условия для насыщения чайного листа необходимыми ему элементами и влагой. Здесь действительно очень влажно, и по мере того, как поднимаешься выше, становится еще более влажно. Обалденный просто аромат всех абсолютно растений, и туман стоит прям в воздухе, то есть очень жарко, при том, что в принципе солнца сейчас нету и не такая высокая температура воздуха. Вот. Ну, в общем, потрясающие места. Важным аспектом определения настоящего ушанского улуна является расположение растущих кустов чая относительно утесов. Наилучшим считается чай, выращенный в ущельях между двумя утесами. Там богаче почва и толще ее слой, в то же время как площадь посадки кустов весьма ограничена. И именно в таких местах растет настоящий джэньянь-дэ-ча – утесный чай с неповторимым вкусом. Вообще многие производители вот такое вот сырье, то есть с подрезки, да, осенние, они вообще его не используют. То есть этот лист просто выбрасывается и никуда не идет. Но в связи с высокой ценой чая сейчас, в общем-то, собирается даже вот это, то есть осеннее сырье, и тоже идет на переработку, просто чай более дешевый. Помимо прочих свойств, джэньянь-ча имеет способность к долгому хранению без потери качества. На этой фотографии мы видим старый телохань 80-х годов из коллекции одного из лучших технологов Уишань – Лао Шифу. Упаковка уишанских улунов была в то время похожа на ту, которая еще сохранилась до наших дней в Чаочжоу. Менее ценным, но тоже достаточно хорошим считается чай, выращенный у подножия утеса с одной стороны и равнины или предгорьем с другой. Причем важный момент – чем дальше от утеса расположена плантация, тем проще по качеству считается чай. Такой чай называется полуутесным – баньшань. Ну и самый простой ушанский чай, который уже по сути не имеет права называться утесным, это вайшань-ча. То есть чай, который выращен за пределами утесной территории, на равнинах, холмах и предгорьях в радиусе от 15 до 80 км от Уишань. Примечательно, что большинство сяопинджунов, менее распространенных, а также новых сортов, как раз баньшань и вайшань-ча.
так как в утесной территории старые посадки улунов преимущественно двух сортов – Жоугуй и Шуйсянь, в то время как на вновь осваиваемых под чайной плантацией территориях у крестьян есть возможность экспериментировать и сажать более новые селекции. Что касается самого чая Духунпао, надо сказать, что это прежде всего региональный бренд, а не какой-то определенный сорт. И более того, даже есть вопрос, был ли вообще такой куст. Потому что сейчас, сколько мы не общались с разными директорами заводов и известными технологами, и производителями, все в один голос, в общем-то, говорят, когда уже понимают, что ты более-менее разбираешься в чае, что как такового именно сорта Духунпао нет. То есть тот Духунпао, который сейчас распространен на рынке, бывает пинпейда Духунпао, то есть смешанный Духунпао. Это купаж из разных сортов, прежде всего самых распространенных Жоугуя и Шуйсяня. Или же он делается из сортов Бэйдоу и Мэйджань. Изредка используется Жоугуй. То есть просто берется чай, соответственно, Мэйджань, Бэйдоу или Жоугуй, и, собственно, называется названием Духунпао, потому что Духунпао лучше продается. Государство регулирует использование этого названия и позволяет продавать чай под таким именем только производителям, использующим оригинальное ушанское сырье. Что, впрочем, не мешает жителям того же Аньси делать поддельный Духунпао из не самого хорошего качества Тигуанин или Бэншань Маоча. А вот это Хуанпиен ча, так и называемый. То есть это чай, который прошел обработку вот теми машинами. То есть такой вот желтый лист, в общем-то, не кондиция. И этот чай практически ничего не стоит. Вот он, собственно, посыпался немного. Вот. Но при этом довольно вкусный, может быть, на одну-две заварочки. Такой чай обычно покупают всякие европейские компании, делая потом из него типа высокосортный листовой чай. Вот такой продукт, и его на всяких заводах есть в Ишане, может быть, до десятки тонн лежат. Как же определить жэньянь-ча? Тут все довольно просто. Опыт и чаепитие. Для начала надо пробовать как можно больше различного чая. Только при дегустациях нарабатывается индивидуальный чайный вкус. Попробовав несколько раз настоящий утесный чай, вы уже никогда не сможете забыть этот неповторимый удивительный оттенок, который местные жители называют утесная мелодия – янь-юнь. В заключение хотелось бы сказать еще раз насчет Духунпао, что вот такое микроразоблачение, которое в принципе даже не является разоблачением для китайцев, для тех, кто знает, не значит, что там Духунпао теперь плохой, нужно обязательно покупать только то, что называется Шуйсянь или то, что называется Челахань, то есть оригинальными названиями. То есть прежде всего важно качество чая, потому что если продавец в целях коммерческих называет чай Духунпао, значит, что это чай плохой. Вот. Хотя часто, конечно, и такое бывает. То есть прежде всего надо просто пить и пробовать. То есть вот. В общем, на самом деле, правда о том, почему нужно сливать обязательно первую заварку с китайского чая, она от всех давно скрывалась. Дело там даже не в том, что чай там в пыли как-то там сохнет или чем-то еще, там, или какие-то пестициды, все это ерунда. На самом деле вся правда вот кроется вон там. Видите, вон те вот животные, которые пасутся прямо среди легендарных кустов ушаньского утесного чая. Это и есть причина, почему обязательно сливать первую заварку всех местных чаев.